средний уровень загрузки производственных мощностей составляет около 60%. То есть 40% производственных мощностей простаивает. В том числе в высокотехнологических секторах доля простаивающих мощностей достигает 60-70%. Причем разговор о том, что эти мощности никуда не годятся, на них нельзя производить конкурентоспособную продукцию, не выдерживают критики, потому что простаивают в том числе вновь введенные мощности, которые были введены за последние 10 лет. К сожалению, наши оппоненты, которые оценивают, игнорируют возможности экономического роста, не представляют никаких данных ни об эффективности этих мощностей, ни о их оценки с точки зрения возможности производства конкурентоспособной продукции. Те данные, которые мы получаем от бизнеса, подтверждают нашу главную гипотезу. Она заключается в том, что мы, исходя из имеющихся производственных возможностей, должны были бы сегодня расти на 10% в год. Это вполне реальные цифры для экономической динамики. Детальное обсуждение возможных темпов экономического роста с деловой Россией и на Столыпинском клубе подтвердили, что бизнес готов к таким темпам роста, они показывают свои возможности. То же самое подтвердила и опора России на своем последнем съезде. Поэтому падение, которое мы наблюдаем в экономике последние годы, связано не с отсутствием возможностей для роста, а с неблагоприятной макроэкономической ситуацией. Есть мнение, что нам не хватает для роста людей. На самом деле, с учетом, во-первых, высокой скрытой безработицы, которая оценивается до 20% в разных отраслях промышленности, с учетом неограниченного резерва рабочей силы в рамках Евразийского экономического союза, с учетом большого наплыва мигрантов трудовых с Украины, у нас ограничений по труду тоже нет. Я уж не говорю о гигантских возможностях наращивания производительности труда. Очевидно, что у нас нет ограничений по сырьевым ресурсам. Если посмотреть, сколько мы готовой продукции производим с 1 тонны нефти или с 1 куба круглого леса, то легко видеть, что мы производим в разы меньше, чем другие страны. Поэтому ни по одному из факторов производства у нас сегодня нет ограничений для роста экономики. Конечно, главным фактором экономического роста является научно-технический прогресс. На него приходится до 90% прироста продукции в развитых странах. Надо сказать, что и по интеллектуальным ресурсам, по научно-техническому потенциалу степень использования этого фактора не превышает 25%. Разговор о том, что у нас не хватает умных специалистов квалифицированных или не хватает инновационных проектов, опровергается фактом колоссальной миграции молодежи высококвалифицированной из страны. Эта миграция нарастает, к сожалению. За прошлый год приводят цифры до 300 тысяч граждан, покинувших Российскую Федерацию. Среди них много талантливых молодых ребят, которые успешно реализуют свои проекты и в Америке, и в Европе, теперь уже и в Корее, и в Японии, и в Китае. Поэтому и с точки зрения научно-технического потенциала у нас огромные нереализуемые резервы. Главная проблема, которая нам мешает сегодня обеспечивать экономический рост, связана с нестабильной макроэкономической ситуацией, с сверхволатильностью курса рубля, который колеблется настолько, что делает невозможным планирование инвестиционных процессов, планирование внешнеэкономической деятельности, и практически эти хаотические колебания курса рубля, точнее, как нам представляется, манипуляции с курсом рубля, отнюдь не хаотически только внешне. В действительности здесь угадывается логика определенная, которая позволяет спекулянтам зарабатывать сверхприбыль. Вот эти манипуляции с курсом рубля крайне дестабилизируют экономику и подрывают весь инвестиционный процесс и все возможные технологии планирования.